Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду шить панамку, и я вот заготовила уже заранее шаблончики. Значит, вот это будет у меня верх панамки, вот эта вот часть. Из нее мы сейчас будем делать выкройку для тульи. И я ее складываю в 4 сложения, и по линиям сгибов я буду делать разрезы почти до конца, но не до конца, чтобы они все-таки были соединены, эти кусочки, между собой. Дальше я взяла лист А4, я его надставила немножко еще, чтобы мне длины хватило. Значит, что я делаю? Так как я забыла взять из дома клей, а я сейчас на даче, то я клеевым пистолетом приклеиваю вот этот вот крайний кусочек и от него отодвигаю на расстояние 1 сантиметр следующий кусочек. И теперь приклеиваю этот следующий кусочек, чтобы он держался на этом месте. Вот это вот 1 сантиметр. И точно так же я отодвигаю следующий, меряю, чтобы был 1 сантиметр. И также приклеиваю в этом положении. И следующий, видите, не уместила. Такую большую бумажку взяла. Переклеила все пониже, и теперь мне все влезает. Точно так же 1 сантиметр отмеряю, приклеиваю, вверх подклеиваю поудобнее, чтобы работать было. Чтобы было повиднее, обвела маркером свою заготовку и вырезаю ее теперь. И выкройка для тульи у нас готова. Дальше берем деталь, из которой будем делать поля. Также складываем в четверо ее. И также делаем надрезы по линиям сгибов. Точно так же, как и с тульей, я приклеиваю крайний свой прямоугольничек. Но в этот раз теперь у нас 1,5 сантиметра расстояние между краями сегментов. Я хочу, чтобы моя панамка была такая с фалдами немножечко. И поэтому я еще 1,5 сантиметра отмеряю. И вот так в результате у нас получается вот такого плана выкройка. Я ее вырезаю. Теперь осталось перенести все на ткань. Беру круг. Вырезаю с небольшими припусками, где-то по 0,5 сантиметра, круглую деталь. Также, оставляя небольшие припуски, вырезаю деталь для тульи. Для полей я вот вдвое складываю ткань, к сгибу прикладываю ровную часть, там, где мы не прибавляли 1,5 сантиметра, прикалываю, чтобы все держалось, и тоже так же с припусками вырезаю деталь, которая пойдет у меня на поля моей панамки будущей. Таких деталей мне понадобится 2, но здесь я уже вырезать буду просто по уже готовой вырезанной детали, точно такую же, без всяких припусков. Так как моя панамка будет двухсторонняя, то все детали я вырезала в 2 экземплярах. Значит, вот она. Вот эта вот часть, где поля, вот 2 таких, 2 белых. Вот та часть, которая у меня поля и верх будут цветные, тулья будет белая. А у той стороны, где верх и поля будут белые, я тулью хочу сделать, используя мой любимый пэтчворк, и буду шить по бумаге. У меня это лето подходит под девизом утилизации обрезков и остатков, поэтому я вот выкроила по размеру вот этой моей заготовки для тульи 2 кусочка бумаги и буду на них нашивать полоски. Шить буду прямо по бумаге. Вот кладу одну на другую и строчу. Обратите внимание, я оставляю с этой стороны, мне же надо будет еще припуски оставить, поэтому я с этой и с этой стороны делаю закрепочки так, чтобы они у меня потом не разошлись, когда я буду обрезать все по нужному размеру. Отглаживаю, беру следующую полосочку и так продолжаю полностью по обеим заготовкам, которые у меня есть. После того, как я нашила полоски на своей заготовке, если обратите внимание, я вообще не заморачивалась ни с шириной, ни с размером, с длиной. Просто все обрезки, остатки, которые у меня были, сюда пришивала. Дальше с припусками 5 мм обрезаю свою деталь.
Девочки, кто собирается шить также из полосочек, вот по бумаге, смотрите до конца, потому что в конце я там поделюсь проблемами, какие у меня возникли. Отрываю бумажечки легко, потому что иголка перфорирует эти по швам. Ну, кое-где, конечно, возникают мелкие неудобства, но это ерунда. Я начну со стороны, где у меня вот эти полосочки. Значит, круглая часть, тулья, 2 детали и поля, 2 детали. Я сначала сошью между собой 2 детали тульи. С этой стороны и с этой стороны. После сшивания разглаживаю шовчики. Точно так же сшиваю поля по краям. Теперь берем верхнюю часть нашей панамки и пришиваем к тулье по кругу. Пришила. И теперь по краешку делаю вот такие насечки, чтобы этот шов лучше ложился. Потом выворачиваю и отглаживаю весь этот шовчик. Точно так же я сшила вторую сторону своей панамки. Кстати, кому нужна тюбетейка, тот может уже практически радоваться. Большая часть работы сделана. Вкладываете лицом к лицу, прошиваете по окружности, оставляя отверстие для выворачивания. Потом выворачиваете через это отверстие, вручную зашиваете его, и все, ваша тюбетейка готова. Отгладите и носите. Но мы хотим панамку, поэтому мы будем приделывать поля. Берем поля, вот у нас они уже зашитые, лицом к лицу складываем. Можно сколоть, можно не скалывать. И по окружности все прошиваем. Пойду на машинку, вернусь, как сделаю. Поля пришили, точно так же делаем отсечки, чтобы все хорошо, красиво лежало. И также отглаживаем нашу панамку. Теперь берем поля от другой стороны. Я их уже сшила. Соединяем шовчики вот на белой стороне и на разноцветной. И сшиваем между собой поля. Пришили и точно так же делаем отсечки. Теперь берем вот эту часть, где у нас поля разноцветные, лицом к лицу складываем, скалываем шовчики и прошиваем по всей окружности, оставляя отверстия для выворачивания. Точно так же, как и все швы, делаю отсечки, потому что у нас тут все то выпуклое, то вогнутое. И выворачиваю свою двухстороннюю панамку. Отверстие для выворачивания зашиваю потайным стежочком. Кстати, если вы еще не подписались на мой канал, самое время нажать кнопку подписаться, поставить лайк и не забудьте написать комментарий после просмотра. Дальше я разглаживаю все шовчики, чтобы все хорошо лежало. И закрепляю результат отстрочкой по окружности на расстоянии 2 мм от края. Все, панамка моя готова. Отверстие для зашивания вот здесь вот все зашито незаметно. Это одна сторона, можно этой стороной носить, можно этой стороной носить. Вот она получилась двухсторонняя. Девочки, вот этот вот размер, это где-то 59-60. Если хотите делать размер поменьше, делайте без припусков. Вот так смотрится вот эта сторона. Тоже веселенькая. Но я хочу, мне вот это больше, конечно, нравится, потому что она пэтчворк. Вот, но я хочу сказать, я разошлась, я сделала еще вот такую вот панамку. И я сделала с коротенькими полями еще вот такую панамку. Кстати, мне пришлось действительно выпороть 2 полоски вот здесь вот, в этой части, потому что когда их шьешь, очень растягивается. То есть вот эта вот выкройка, вот бумажка, по которой я шила, внутренняя часть, все хорошо сошлось, а вот эта вот часть, которая с полосочками, мне пришлось выпарывать 2 полоски, потому что тянется при пришивании очень сильно, много очень
деталей, и они растягиваются и эта сторона, и эта. Если будете делать из полосочек, а не однотонные вот такого плана, то имейте это в виду. Если однотонные, то вообще не страшно, не важно, все сойдется. Но опять же, какие припуски, какие что, ну подгоните, если что. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.